Этрусская цивилизация занимала большую территорию Центральной Италии в период Железного века, включая современные регионы Тоскана, Лацио и Умбрия, с локальным расширением в соседние итальянские регионы на протяжении всего своего существования. Этруски примечательны своей материальной культурой, включающей металлургию, и вымершим неиндоевропейским языком. Учитывая особенности, отличающие эту культуру от их соседей, географическое происхождение населения, связанного с этрусской цивилизацией, долгое время было темой интенсивных дискуссий, еще в древние времена, с двумя главными конкурирующими гипотезами. Первая предполагает анатолийское эгейское происхождение, на что указывают древнегреческие историки Геродот и Геланик Метиленский с Лесбоса. Эта гипотеза подтверждается присутствием древнегреческих культурных элементов в Этрурии в так называемый период ориентализирующего стиля между VIII и VI веками до нашей эры. Вторая же гипотеза выступает за автохтонное развитие, о чем писал в I веке до нашей эры древнегреческий историк Дионисий Геликарнасский. Согласно этой гипотезе, этруски были местными и произошли около 900 года до нашей эры от людей, связанных с культурой протовилланова, позднего бронзового века. В то время как современные археологические данные поддерживают последнюю гипотезу, сохранение вероятного неиндоевропейского языка изолята в окружении италийских индоевропейских языковых групп, таких как латины, является интригующим и все еще необъяснимым явлением, требующим дальнейших археологических, историко-лингвистических и генетических исследований. После более чем 4 столетий широкого регионального развития в IV веке до нашей эры этрусская цивилизация была ассимилирована римлянами в результате серии римско-этрусских войн, которые закончились в 264 году до нашей эры. Несмотря на этот период изменений, этрусские культурные и религиозные традиции сохранялись на протяжении последующих веков, даже после включения Этрурии в состав Римской империи после 27 года до нашей эры. В период Великого переселения народов и после распада Западной Римской империи в V веке нашей эры этот регион на короткое время был включен в состав Восточной Римской империи, после чего в период раннего Средневековья значительная часть Апеннинского полуострова была завоевана лангобардами, которые более 2 столетий правили территорией в составе Лангобардского королевства до 774 года. На смену лангобардам на севере Италии пришла Каролингская империя, преемниками которой позже считали себя императоры Священной Римской империи. Анализ ДНК людей, которые жили в течение вышеупомянутых периодов, мог бы помочь разобраться в ряде вопросов, а именно, как сочетаются задокументированные исторические события с изменениями в моделях предков на уровне популяций. С чем были связаны эти изменения? С миграциями извне или повышенным уровнем мобильности? И как все эти процессы повлияли на генофонд современных итальянцев? В течение последнего десятилетия генетические данные по теме этрусков были весьма противоречивы. Анализ митохондриальной ДНК современных тосканцев продемонстрировал связь с нынешними анатолийскими популяциями, что было интерпретировано как свидетельство ближневосточного происхождения этрусков. Однако анализ древней митохондриальной ДНК людей, связанных с этрусками, не показал никаких доказательств генетической преемственности между ними и современными популяциями из того же региона, за исключением некоторых изолированных мест в Тоскане. При этом древние геномы из Италии довольно ограничены, и по всей материковой ее части доступны лишь скудные данные от неолита до Римской республики. У людей из Рима и окрестностей этого древнего города времен Железного века и Римской республики с 900 по 27 годы до нашей эры преобладали генетические компоненты, которые характеризуют большинство европейцев, начиная с Бронзового века. Однако у 3 человек были обнаружены компоненты Северной Африки и Ближнего Востока, что является еще одной демонстрацией широких связей Рима по всему Средиземноморью еще в Железном веке. При этом неожиданным для исследователей оказалось то, что почти все люди более позднего имперского периода в окрестностях столицы имели значительную долю восточно-средиземноморского происхождения, которая позже сократилась в поздний античный и ранний средневековый периоды.
Но степень, в которой эти изменения отражают процессы, происходившие на остальной части Апеннинского полуострова, еще предстояло выяснить. И вот в новой работе авторы проанализировали геномные данные 70 человек из 12 археологических памятников, связанных с этрусками и последующими группами, с 800 года до нашей эры по 1000 год нашей эры. Также были получены геномные данные 16 человек 8 века нашей эры из Венозы в Базиликате для сравнения генетического состава популяции в раннем Средневековье из Центральной и Южной Италии. Помимо этого, данные были дополнены новыми радиоуглеродными датами. Совместно полученные результаты помогают решить ключевые вопросы, касающиеся генетического происхождения этрусских групп и их взаимоотношений с другими соседними и более поздними популяциями. Кроме того, авторы оценили генетическое влияние исторических событий, таких как создание Римской империи в Этрурии, охарактеризовали генетический состав людей раннего Средневековья в центральной и южной частях Апеннинского полуострова, а также выявили уровень генетической преемственности между древними культурами и современным населением. Результаты. Анализ геномов 82 древних людей почти за 2000 лет итальянской истории из Тосканы, Лацио и Базиликаты выявил основные эпизоды генетической изменчивости. В работе эти образцы были сгруппированы в 3 временных интервала на основе их радиоуглеродных дат и генетического сходства. 48 человек были сгруппированы в кластер Железного века и Римской республики от 800 до 1 года до нашей эры. 6 человек в имперский период от 1 до 500 года нашей эры. И 28 человек были отнесены к интервалу от 500 до 1000 года нашей эры. При этом 12 образцов этого периода представляют центральную Италию, а 16 – южную. На протяжении первого интервала от 800 до 1 года до нашей эры большинство образцов образуют однородный генетический кластер этрусков Италии, а их положение на графике анализа главных компонент совпадает с современными испанцами. Но были и единичные находки людей, которые генетически отличались от этрусков. В данной работе они представлены 4 людьми с североафриканским генетическим профилем, 3 с центральноевропейским и 1 с ближневосточным. Причем эти единичные представители не оставили существенного генетического наследия. Поэтому, вопреки предыдущим предположениям, генофонд этрусков, скорее всего, не связан с миграциями с Ближнего Востока. Этруски, напротив, демонстрируют местный генетический профиль, общий с другими соседними популяциями, такими как латины из Рима и его окрестностей, несмотря на культурные и языковые различия между этими двумя соседними группами. При этом генетический профиль этрусков состоит из 3 основных компонентов, а именно неолитических анатолийских земледельцев, западноевропейских охотников-собирателей и скотоводов бронзового века из Причерноморско-Каспийской степи, подтверждая тенденцию, наблюдаемую в большинстве других европейских регионов, потому как степной генетический компонент также достиг Центральной Италии в эпоху бронзы, но раньше, чем Сардинии. Примечательно, что у единственного образца, смещенного в сторону ближневосточного населения в анализах, модель смешения между неолитическими и степными предками не соответствует его генетическому профилю. Вместо этого профиль этого человека можно смоделировать как смесь между кластером этрусков и популяциями Кавказа, как с территории Армении бронзового века, что указывает на единичное присутствие иранской родословной в Этрурии, по крайней мере, ко II веку до нашей эры. Анализ главных компонент выявляет полное совпадение между людьми Железного века и Римской республики из Тосканы и Лацио, включая древний город Рим. А это указывает на то, что степные компоненты уже были широко распространены к Железному веку в разноязычной среде, включая как носителей индоевропейских языков, италийских и кельтских, так и неиндоевропейского языка этрусков. Примечательно, что язык этрусков сохранился несмотря на значительную примесь, демонстрируя ситуацию, схожую с басками. Это лингвистическое постоянство в сочетании с генетическими изменениями бросает вызов упрощенным предположениям о том, что гены равны языкам, и предполагает более сложный сценарий, который, возможно, включал ассимиляцию ранних носителей италийских языков
сообществом, говорящим на этрусском языке, возможно, в течение длительного периода смешения во втором тысячелетии до нашей эры, еще до появления, собственно, этрусской цивилизации. Этот сценарий выглядит более правдоподобным благодаря недавнему обнаружению степной родословной в Центральной Италии еще в 1650 году до нашей эры, с последующим ее увеличением со временем. Хотя этрусский язык считается реликтовым языком, который сохранялся в Центральной Италии до имперского периода, он не был изолирован. Вместо этого он, по-видимому, был связан как с редским языком, задокументированным в Восточных Альпах, у населения, которое, как утверждают древние историки, мигрировало из района паданской низменности на севере Италии, так и с языком лемносской стелы, на котором предположительно говорили на древнем Лемносе в Эгейском море. Это оставляет открытым вопрос о том, могут ли эти тиренские языки каким-то образом относиться к морским экспансиям из Восточного Средиземноморья. Однако отсутствие компонентов, связанных с иранской родословной у этрусков, может также свидетельствовать о том, что тесная языковая близость через Средиземное море может отражать перемещение населения от Апеннинского полуострова. В новом наборе данных самый ранний представитель с неместным генетическим профилем, датированный VII веком до нашей эры, близок к центральноевропейским популяциям того периода. В раннем Железном веке как раз гальштадтская культура, связанная с кельтскими группами, занимала регион к северу от Альп. Хотя существуют археологические свидетельства обмена товарами и технологиями между этрусской цивилизацией и северными культурными группами с VIII века до нашей эры, об обширных прямых контактах сообщается только позже, во времена латинской культуры, когда группы, связанные с кельтами, распространились по северной части современной Италии, ближе к этрусским территориям. В представленном наборе данных присутствует еще один человек, но уже датированный III веком до нашей эры, с таким же генетическим профилем, как и у вышеописанного более древнего представителя, несмотря на их почти 400-летнюю разницу в датировках. Это говорит о преемственности в источниках центральноевропейской генетической родословной, изредка встречающейся в Этрурии в период от гальштадтской до латинской культур. Однако за последние 4 столетия перед нашей эрой, в отличие от предыдущего 400-летнего периода, наблюдается больший вклад от людей, несущих неместные генетические профили, демонстрирующих наибольшее сходство с Ближним Востоком и Северной Африкой. Это может быть объяснено усилием контактов между Этрурией и другими регионами, что наблюдается не только в прибрежных, но и во внутренних районах Этрурии. Показательный случай такой межконтинентальной связи наблюдается на археологическом участке Сан-Джермана в Ветулонии, где даже в пределах одной и той же гробницы наблюдается четкий переход от местного генетического профиля в VIII-VI веках до нашей эры к предкам, связанным с Центральной Европой и Северной Африкой в IV-III веках до нашей эры. В течение последнего периода аналогичный генетический сигнал, связанный с Северной Африкой, наблюдается и у двух других людей из отдаленно расположенного участка Тарквинии в Лацио. Хотя требуется больше данных из этого временного интервала, чтобы определить, представляют ли эти находки распространенное явление, возможно, что на появление этой родословной повлияла карфагенская экспансия в Средиземном море. Однако подавляющее большинство жителей первого тысячелетия до нашей эры демонстрирует высокий уровень генетической преемственности на протяжении более 800 лет, начиная с периода после культуры Вилановы до конца Римской республики. Хотя в Этрурии не обнаружено повышенной близости к центральноевропейскому происхождению, авторы не исключают возможности того, что в соседних регионах имело место смешение с популяциями со схожими генетическими профилями, например, с группами, связанными с латинами. Тем не менее, заметная генетическая стабильность в Этрурии на протяжении почти тысячелетия согласуется с историческими данными, которые описывают ее ассимиляцию в Римскую республику как политический, а не демографический процесс, о чем свидетельствует сохранение этрусской культуры и ее языка в регионе на протяжении веков. С вышеописанным резко контрастируют все проанализированные представители периода Римской империи от 1 до 500 года нашей эры, которые демонстрируют заметный сдвиг в родословной в сторону Восточного Средиземноморья. Хотя на величину этого сдвига может повлиять изменение в погребальных обрядах,
таких как кремация и ингумация среди групп с течением времени, этот сдвиг четко отражает роль Римской империи в крупномасштабном перемещении людей во время повышенной социально-экономической и географической мобильности. В Центральной Италии, в том числе вокруг самого Рима, обнаруженные новые предковые линии в основном происходили с Ближнего Востока, а не из других районов империи. Генетическая замена примерно на 50% предыдущего генофонда, связанного с этрусками, вероятно, была вызвана перемещением рабов и, возможно, солдат, а также большим притоком людей из Восточного Средиземноморья. Кстати, по однородительским маркерам также наблюдается значительный сдвиг в имперский период. Если от 800 до 1 года до нашей эры гаплогруппы Y-хромосомы на 75% состояли из линий R1b-P312 и ее производной R1b-L2, которые распространялись со степными предками и ассоциированы с комплексом колоколовидных кубков, то в первом тысячелетии нашей эры частота этой линии снижается примерно до 40% с появлением линий, связанных с Ближним Востоком, таких как J. Здесь стоит отметить, что разнообразие митохондриальной ДНК, по-видимому, существенно не изменяется в течение изученного временного интервала. При этом, хотя авторы не могут исключить значительную мобильность женщин, заметный сдвиг в частоте гаплогрупп Y-хромосомы указывает на то, что все же мобильность мужчин играла важную роль в наблюдаемых генетических изменениях, начиная с имперского периода и далее. В Римской империи гражданство постепенно распространялось на все большее число классов свободных людей, пока эдикт Каракаллы в 212 году не предоставил гражданство всему свободному населению империи, что, вероятно, способствовало еще большему смешению местного и неместного населения. Новые данные из Этрурии показывают, что приток ближневосточных предков распространился далеко за пределы столичного региона и предполагают, что эта более широкая модель перемещения населения, возможно, затронула значительные части Апеннинского полуострова. Кстати, в комментариях к анонсу просили объяснить, почему в имперский период в Италии стало больше ближневосточного компонента. Я надеюсь, что вышесказанное в определенной мере отвечает на этот вопрос. А вот в эпоху раннего Средневековья, 500-е тысячные годы нашей эры, наблюдается дополнительный генетический переход на некоторых бывших территориях Этрурии в результате распространения предков, связанных с Северной Европой. В моделях примесей этот вклад схож с таковым у людей, связанных с культурой лангобардов, хотя авторы не исключают и другие культурные группы. Таким образом, переселенцы, распространившиеся по большей части итальянского полуострова после распада Западной Римской империи и создавшие Лангобардское королевство, могли оказать заметное влияние на генетический ландшафт Центральной Италии. При этом анализ выявляет широкую преемственность населения между ранним Средневековьем и сегодняшним днем в регионах Тосканы, Лацио и Базиликаты, предполагая, что основной генофонд современных итальянцев из Центральной и Южной Италии был в значительной степени сформирован по меньшей мере 1000 лет назад. А в заключении можно сказать, что исследование проливает свет на 5 основных аспектов в истории итальянцев. Первый. Люди, связанные с этрусской культурой, имели высокую долю степных предков, несмотря на то, что говорили на неиндоевропейском языке. Степное происхождение этрусков могло быть связано с носителями италийских языков бронзового века, возможно, в результате длительного процесса смешения, что привело к частичному языковому сдвигу. Поэтому распространение степной родословной не всегда означает распространение индоевропейских языков. Второй. После примеси бронзового века генофонд, связанный с этрусками, оставался в целом однородным в течение почти 800 лет, несмотря на единичные находки людей ближневосточного, североафриканского и центральноевропейского происхождения. Третий. В период Римской империи приток людей из Восточного Средиземноморья привел к замене значительной части генетического профиля этрусков. Четвертый. В раннее Средневековье дополнительный генетический вклад, связанный с Северной Европой, был привнесен германскими племенами. И пятый. Генетический профиль современных жителей Центральной и Южной Италии в основном был сформирован к концу первого тысячелетия нашей эры. И хотя для более четких обоснований вышеуказанных выводов потребуется более широкий географический анализ древней ДНК по всей Италии,
Наблюдаемые очень похожие демографические сдвиги в Тоскане и на севере Лацио, а также Риме и его окрестностях, подразумевают, что исторические события в течение первого тысячелетия нашей эры определили крупномасштабные генетические преобразования на обширной части Апеннинского полуострова. Похожие события происходили на Пиренейском полуострове от Железного века до наших дней. Не зря упоминались параллели с басками. Это говорит о том, что Римская империя, возможно, внесла длительный демографический вклад в генетический профиль жителей Южной Европы, преодолев разрыв между европейскими и ближневосточными популяциями на генетической карте Западной Евразии. А в будущем будем наблюдать, какие интересные дополнения внесут последующие исследования для лучшего понимания истории этого региона. Но я благодарю за просмотр и будущие комментарии. А также благодарю тех, кто помогает каналу материально и не только. И прошу не забывать про такую поддержку. А то, исходя из практики, если не напомнить, то помощи можно и не ждать. Хорошего вам настроения и до новых выпусков.